Здравствуйте, друзья! Мы читаем сегодня отрывок из Евангелия от Матфея. Когда он прибыл на другой берег, страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиной. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в городу, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Когда Иисус жил на земле, люди очень часто приписывали темным силам, то есть дьяволу, то, что не могли объяснить. И некоторые патологии, которые мы сегодня знаем хорошо, и которые, увы, вот бывают в природе, они считали, что они есть результат действия темных сил. Вот, например, эпилепсия, например, то, что мы сегодня называем биполярное расстройство, наверное, тоже в то время считалось какое-то действие дьявола на человека. Кто первым рассказал об исцелении одного бесноватого человека, это евангелист Марк. Здесь вот Матфей нам дает в изложении рассказ Марка, но здесь есть некая разница. Например, Матфей говорит о двух бесноватых, как мы видели. Очень важный момент – это то, что вот эти бесноватые или этот бесноватый живут в гробах. Это говорит о какой-то внутренней смерти этих людей. Но, наверное, есть что-то, что касается и нашей жизни. Вообще-то, очень часто у нас может быть какая-то настолько пессимистическое зрение, вид на то, что происходит вокруг нас, что действительно превалируют темные силы. Мы всюду видим темные силы. Тем самым мы сами замыкаемся, закрываемся, как будто в неком гробу. И в нем, безусловно, некомфортно и неудобно. Превалируют темные силы. Они превалируют, когда у нас вот такое пессимистическое представление о жизни, но также, когда нами обладает как раз гнев или ненависть. Вот тогда превалируют тоже темные силы в нашей жизни. Бесноватые боятся Иисуса. Они кричат: «Что тебе до нас, Сын Божий? Ты пришел мучить нас». Это вполне нормально, потому что свет и тьма совершенно несовместимы. Как часто бывает, что и мы боимся света. Не хотим, чтобы свет проник в нашу жизнь. Но Христос сильнее. Как и приходит к этим бесноватым, так и приходит в нашу жизнь, даже тогда, когда мы сами замыкаемся в каком-нибудь гробу нашего пессимизма и нашего эгоцентризма. Кроме того, по свидетельству евангелиста, эти бесноватые свирепы настолько, что все боятся их, и никто не хотел проходить тем путем, где они находились. Это нам говорит о том, что такое гнев. Есть вот такой порок, есть люди гневливые, есть люди, которые, увы, им очень трудно делать так, чтобы их не овладевал гнев именно. А гнев все-таки очень опасная вещь, потому что последствия гнева – это насилие. Иисус здесь позволяет этим бесам войти в свиней. Это образ, который говорит о том, что и мы должны адресовать свои какие-то деструктивные импульсы. Вот, например, гнев не к людям. Этому надо научиться.
В конце нашего чтения сегодня видим, что местные люди просили Иисуса отойти от их области. Они боялись Иисуса. Так бывает, когда свет проникает в нашу жизнь, меняет все. И поэтому иногда и мы боимся. Но вот это тоже некий бес. Это бес равнодушия. Это когда мы боимся самого Бога, боимся Его света. Итак, дорогие друзья, сегодняшнее Евангелие – это призыв к тому, чтобы пустить Господа в гроб нашего пессимизма и эгоцентризма. Это призыв к тому, чтобы пустить свет и верить в силу света именно тогда, когда вокруг нас как будто одна только тьма. Много зависит от нашей веры.